Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. В видео будем вязать этот чудесный органайзер. Идею увидела в магазине в тканевом варианте. Я считаю это классным применением в любом помещении, в ванной, прихожей, спальне. В моем случае на кухне это великолепное хранение фруктов. Стильно и места на поверхностях не занимает. Я уверена, что каждый из вас, кто свяжет такой органайзер, найдет ему достойное применение. А также это отличный подарок на предстоящие праздники. Для вязания вам потребуется абсолютно любая пряжа. В мастер-классе я использовала джутовый шпагат Халва L. Характеристика пряжи сейчас на вашем экране. И хочу заметить, что толщина нити здесь 3 миллиметра. Расход пряжи Халва L следующий. На маленькую корзинку вам потребуется 174 грамма. Это приблизительно 80 метров. На большую корзину потребуется 334 грамма. Это приблизительно 152 метра. Халва L я вяжу крючком номер 5. На сайте производителя вы найдете и другую толщину такого шпагата. Есть М, это 2-миллиметровый шпагат. Для него потребуется крючок номер 4. Если вы будете использовать халва S, то придется вязать в 2 нити, так как он 1,5-миллиметровый. И такой шпагат необходимо вязать либо в 2 нити, и крючок потребуется тоже 5. Либо, если в одну нить вы надумаете все-таки вязать, то такой шпагат лучше вязать крючком номер 3, либо крючком номер 4. Для вязания такого органайзера вы можете использовать даже полиэфирные шнуры, например, карамель. Он имеет толщину 5 миллиметров, поэтому размер будет что из джута, что из этого шнура приблизительно одинаковый. Для шнура карамель подойдет также крючок номер 5. Даже можно использовать и трикотажную пряжу, например, трикотажная пряжа бисквит, но в случае с применением такой пряжи я рекомендую ее вытягивать максимально и после вязать крючком, например, номер 6 из вытянутой пряжи, потому что в процессе эксплуатации изделия из трикотажной пряжи в таком виде они будут вытягиваться, и этот момент необходимо устранить заранее, растянув предварительно нить перед вязанием. Кроме этого, вам потребуется из инструментов иголочка и маркер. Также вам понадобится около 2 метров, например, каната 6 миллиметров, либо 8, для того, чтобы на что-то повесить эти корзины, либо связать шнурок из того материала, который вы будете использовать. Для декоративного оформления вам потребуется любая лента, любой ширины. У меня это льняное кружево шириной 3,5 сантиметра. И последнее, то, что вам потребуется, это палочки, на которые будет фиксироваться органайзер. Вот эти я нашла на Обском водохранилище на берегу. А вот такую гладкую можно приобрести в магазине Leroy Merlin. Там они продаются около 2 метров в длину. Но в этом же магазине вы можете заказать распил под нужные вам размеры. Для маленького органайзера я взяла размер 26 сантиметров. Для большого почти 31 сантиметр. Размер регулируйте самостоятельно и больше смотрите на донышко вашей корзины из этого размера, и следует выбирать длину этих палочек. На этом по материалам все, и давайте приступим к вязанию. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить овальное донышко. В самом начале отмеряем хвостик около
5-7 сантиметров. Укладываем крючок вот таким образом. Поднимаем хвостик вверх и разворачиваем крючок. Получили петельку. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через получившуюся петлю. Самый первый узелок мы никогда не считаем. И со следующей петли на крючке набираем цепочку из воздушных петель. Для маленькой корзины необходимо набрать 10 воздушных петель, для большой 20 воздушных петель, либо любое другое, которое вы рассчитали для вашей корзинки. Подхватываю рабочую нить и протягиваю через рабочую петлю на крючке. Это первая воздушная петля. Далее подхватываю рабочую нить и провязываю вторую. Точно так же вяжу третью, четвертую и так далее. Всего я наберу 10 воздушных петель для корзинки маленькой. Эти петли не вяжите туго, потому что джут он не растягивается в дальнейшем, и нам необходимо будет в каждую такую петлю с двух сторон провязывать столбики с одним накидом. На последнюю воздушную петлю зафиксируйте маркер за одну крайнюю ниточку, вот таким образом. А также пересчитайте количество петель и распустите в самом начале узелок, для того, чтобы в дальнейшем не запутаться. В отношении этой цепочки мы с двух сторон будем провязывать столбики с одним накидом, а в первую и в последнюю точку, вот в эти крайние, на поворотах, будем формировать 6 столбиков в одну точку. Делаем подъемный столбик первого ряда. Провязываем воздушную петлю, затем рабочей нитью вот таким образом обворачиваем эту воздушную петлю, подхватываем рабочую нить и провязываем еще одну воздушную петлю. Так сформировали подъемный столбик, который выглядит точно так же, как и столбик с одним накидом. Далее в каждую такую петлю мы будем провязывать столбик с одним накидом. Подъемный столбик относится к последней воздушной петле в цепочке, там где зафиксирован маркер, поэтому в эту точку мы больше не провязываем, а двигаемся далее. Делаем накид. Когда мы переворачиваем цепочку, видим вот такие дужки. За них будем провязывать столбики. От той точки, где зафиксирован маркер, мы перемещаемся под следующую воздушную петлю под номером 9 в нашей цепочке. Переворачиваем и видим здесь вот такую дужку. Под нее вводим крючок. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем. На крючке сейчас 3 петли. Рабочая, накид и вытянутая. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через 2, на крючке осталось 2 петли, захватываем рабочую нить и довязываем столбик с одним накидом. Двигаемся далее, переключаемся на следующую петлю, делаем накид, вводим крючок под дужку, подхватываем рабочую нить, захватываем рабочую нить, провязываем через 2, захватываем рабочую нить и еще раз через 2 провязываем. Так я выполнила уже третий столбик. Опять делаю накид, ввожу крючок, на крючке 1 нить, под крючком 2. Вот эта вся цепочка из такой косички, она у нас внизу. И довязываем очередной столбик с одним накидом. Так мы вяжем до конца этой цепочки. На этой стороне у вас должно быть всего 10 столбиков, включая подъемный. И мы переключаемся на закругление и переход на противоположную сторону. В последнюю точку, как я уже говорила, необходимо будет провязать всего 6 столбиков. Самый первый я уже провязала, и на него необходимо зафиксировать маркер на верхнюю вот эту петлю от этого столбика. И переключаемся на закругление. В последнюю точку вяжем 6 столбиков с одним накидом, делаем накид, вводим крючок в ту же точку, где и провязали первый столбик, и формируем второй столбик с одним накидом. Делаем накид, вводим крючок в основание и формируем третий столбик. Опять делаем накид, провязываем 4, 5,
И таким же образом формируем 6. На 6 тоже зафиксируйте маркер на вот эту верхнюю петлю. Так вам будет проще в дальнейшем ориентироваться. Теперь вот эту петлю, которая растянулась, необходимо затянуть максимально. Для этого тянем за хвостик, который здесь у нас остался, и затягиваем. Хвостик будем ввязывать в полотно. Переключаемся на противоположную сторону. Здесь в верхней части 9 петель, в которые провяжется 9 столбиков. 10 мы сейчас, вот он, мы его сформировали, там, где зафиксирован маркер. Мы делаем накид. В основании находим верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, и вводим крючок за 2 нити. Вот так. Укладываем сюда хвостик, подхватываем рабочую нить, вытягиваем и формируем привычные столбики с одним накидом. Так мы за верхние петли провязываем столбики с одним накидом. Обратите внимание, что эти столбики ложатся зеркально в противоположной стороне. Вот он столбик, и здесь тоже столбик располагается. Довязываем до маркера, а там, где зафиксирован маркер, мы за одну ниточку формируем столбик с одним накидом. Итак, у нас, где зафиксирован маркер, это первый столбик на этой стороне. Пересчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итого получилось 10 столбиков. В последнюю точку нам необходимо всего провязать 6 столбиков. Первый мы уже провязали, на него зафиксируйте маркер на верхнюю петлю. Второй столбик, он на противоположной стороне, это подъемный столбик, вот он. И остается довязать еще 4, чтобы получилось в крайнюю точку 6 столбиков. Я делаю накид, ввожу крючок в основание петли и формируем столбик, первый, второй, третий и 4. 5 и 6 у меня уже провязаны. Закрываем этот ряд, вытягиваем петлю, которая на крючке, рабочая петля, вынимаем крючок, вводим его под верхнюю петлю между первым и вторым столбиком с изнанки на лицо. Вот таким образом. Подхватываем вот эту оставленную петлю рабочую и протягиваем на изнаночную сторону. Вот таким образом. Теперь необходимо сформировать подъемный столбик. Мы вводим крючок под верхнюю петлю между первым и вторым столбиком, где сейчас протягивали вот эту петлю. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем ее, подхватываем рабочую нить и формируем воздушную петлю, вынимаем крючок из этой петли, возвращаем в ту петлю, которая с изнанки осталась, подхватываем оставленную рабочую петлю и протягиваем через петлю на крючке. Вот таким образом я начала выполнять подъемный столбик. Захватываю рабочую нить и провязываю воздушную петлю. Таким образом я сформировала подъемный столбик в виде столбика с одним накидом. Сейчас зафиксируйте маркер, где у вас располагается 6 столбик в первом ряду. То есть вот он, первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Вот на эту петлю зафиксируйте маркер для того, чтобы в этой области тоже была разметка. Далее мы делаем накид и формируем за вот эти верхние петли, состоящие из 2 ниточек, столбики с одним накидом до той точки, где у нас располагается первый маркер. Переключаюсь на следующую такую же петлю и провязываю столбик. С той точки, где зафиксирован маркер,
мы будем выполнять прибавки на закруглении. Напомню, что в первом ряду здесь у нас было 6 столбиков, во втором ряду у нас в каждую эту петлю будет провязываться прибавка, состоящая из 2 столбиков в одну точку. Убираю маркер, делаю накид и в эту петлю провязываю первый столбик с одним накидом, делаю накид и повторяю еще один столбик в эту же точку. Таким образом я выполнила прибавку. Маркер возвращаю на петлю между двумя этими столбиками. В следующем ряду мы будем выполнять прибавки в эти точки. Делаю накид и в следующую петлю я формирую прибавку номер 2. Провязываю первый столбик, а затем в эту же точку формирую второй. По такому принципу мы вяжем все 6 прибавок. Сейчас у меня на очереди третья прибавка, и я провязываю 2 столбика в одну точку. Затем у меня четвертая прибавка. Я провязываю первый и затем второй. Далее пятая и шестая прибавка, там, где зафиксирован маркер. Маркер я с этой точки убираю и фиксирую его между двумя столбиками последней прибавки, то есть шестой. Вот так это все выглядит. Довязываем столбики без накида до следующей точки, где зафиксирован маркер. И в этой области повторяем все то же самое, что и вот с этой стороны, провязывая прибавки в каждую вот эту верхнюю петлю. Выполнив на втором закруглении все прибавки, ряд закрывается по такому же принципу, как и предыдущий. Мы вытягиваем петлю, которая на крючке, вынимаем крючок, вводим его между первым и вторым столбиком под верхнюю петлю с изнаночной стороны на лицевую сторону. Вот таким образом. Подхватываем петлю оставленную, протягиваем через основание, вынимаем крючок, вводим его под ту петлю, где сейчас протягивали вот эту петельку, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, захватываем рабочую нить, формируем воздушную петлю, вынимаем крючок и вводим его в ту петлю, которую оставляли на изнаночной стороне. Подхватываем рабочую петлю и протягиваем ее через петлю на крючке. Провязываем воздушную петлю и подъемный столбик третьего ряда готов. Если вам удобен какой-то другой способ закрытия рядов, то, пожалуйста, можете смело его использовать. Далее мы во всех последующих рядах вяжем следующим образом. Мы вяжем в этой области одиночные столбики до маркера. За вот эти две нити, за верхнюю петлю. От маркера до маркера у нас в этой области на закруглении должны располагаться 6 прибавок. Они у вас будут между прибавками прошлого ряда. Вот она, прибавка прошлого ряда, 2 столбика, между ними маркер зафиксирован. И в эту точку необходимо провязать прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Маркер я убираю и формирую в эту петлю 2 столбика, провязываю первый, а затем в эту же точку провязываю второй. Возвращаю маркер, между двумя этими столбиками. Далее нахожу следующую прибавку прошлого ряда. Вот она. Здесь 2 столбика в одну точку. Значит, вот в эту петлю верхнюю я должна провязать прибавку, состоящую из 2 столбиков в одну точку. Здесь у меня одна петля, значит, между двумя этими прибавками у меня будет один одиночный столбик провязываться, а в эту точку у меня провязывается прибавка, состоящая из 2 столбиков в одну точку. Так, мы повторяем.
до той точки, где зафиксирован второй маркер, формируя прибавки над прибавками прошлого ряда, а между ними провязываем один одиночный столбик. Этот принцип действует на всех последующих рядах, только разница будет в том, что между прибавками промежуточные столбики будут в каждом ряду увеличиваться на 1. Если вот в третьем ряду у меня один одиночный столбик между прибавками, то в четвертом ряду их уже будет 2. Вот в эти петли будут провязываться столбики, а вот в эти прибавки прошлого ряда между ними формироваться прибавка четвертого ряда. Выполнив последнюю прибавку, зафиксируйте в верхнюю часть маркер. И выглядит это закругление следующим образом. Там, где располагается первый маркер, это первая прибавка, затем у нас одиночный столбик и далее вторая прибавка, состоящая из 2 столбиков в одну точку. Далее одиночный столбик, третья прибавка, одиночный столбик, четвертая прибавка, одиночный столбик, пятая и еще один одиночный столбик и шестая прибавка, где у нас зафиксирован маркер. Далее вы вяжете до следующего закругления и здесь повторяете все то же самое, что и с этой стороны, выполняя 6 прибавок над прибавками прошлого ряда. Закрываете третий ряд и переходите на четвертый тем способом, который я показывала ранее. Вяжите четвертый ряд самостоятельно, выполняя на закруглениях прибавки по такому же принципу, как и в третьем ряду, над прибавками прошлого ряда. Вяжите донышко нужного вам размера. Для маленькой и для большой корзины я провязала всего 4 ряда. После переходите на формирование стенок корзинки, вяжете ряды без прибавок на нужную вам высоту. Для маленькой корзинки я провязала вверх 3 ряда. Итого у меня получилось всего здесь провязано 7 рядов. И параметры корзины в сложенном виде следующие получились. Высота 16 сантиметров, ширина 30. Для большой корзинки я провязала вверх 6 рядов. Итого у меня получилось всего здесь провязано 10. И параметры корзинки следующие. Высота около 23 сантиметров и в ширину корзина около 40 сантиметров. После необходимо связать вот такую решетку, куда будут вставляться палочки. Так как у меня диаметр палочек разный, вот это потоньше она для маленькой корзинки, а вот это потолще для большой. Для большой я провязывала вот здесь вот столбики с 2 накидами. И промежуток у меня был 3 воздушные петли, для того, чтобы здесь эта палочка хорошо вот так вот помещалась. Для маленькой корзинки я провяжу тоже с 2 накидами, но более плотные столбики, так как у меня высота этой палочки меньше. И если я свяжу вот такие же большие столбики, она будет сильно вот так вот, посмотрите, здесь болтаться. Поэтому высоту столбика здесь обязательно регулируйте самостоятельно под размер вашей палочки. Начинаем мы формировать решетку с момента завершения предыдущего ряда. Вводим крючок под верхнюю петлю между первым и вторым столбиком, подхватываем рабочую петлю, протягиваем ее. То есть мы делаем все то же самое, что и в предыдущих рядах. Вынимаем крючок, вводим его с лицевой стороны под ту петлю, где сейчас протягивали вот эту петельку, подхватываем рабочую нить, вытягиваем и формируем воздушную петлю. Вынимаем крючок, вводим его в ту петлю, которую оставляли с изнаночной стороны, подхватываем рабочую петлю и протягиваем ее через петлю на крючке. Сейчас у меня незавершенный подъемный столбик с 1 накидом. Я делаю воздушную петлю, тем самым сформировала подъемный столбик в виде столбика с 1 накидом. И так как этой высоты мне недостаточно, я должна сформировать столбик с 2 накидами. Как он делается? Вы можете выполнить и с 3 накидами. Сейчас я покажу далее. Мы вот эту петлю, которую провязали последней,
Мы вот таким вот образом обворачиваем рабочей нитью, захватываем ее и формируем воздушную петлю. Это столбик с двумя накидами. Если нужно выше такой столбик делать, то вы еще раз повторяете все то же самое, вот таким образом обворачиваете и провязываете еще одну воздушную петлю. Я этого делать не буду, так как вот этой высоты мне достаточно. На петлю, которая сейчас на крючке, зафиксируйте маркер для того, чтобы в дальнейшем закрыть этот ряд. Далее, для того, чтобы формировать решетку, мы должны провязывать столбики и между ними воздушные петли. В промежутке между столбиками я буду формировать 3 воздушные петли. Их может быть и одна воздушная петля, 2 или 3, в зависимости от размера вашей палочки. Провязываю первую воздушную петлю, вторую и третью. Далее буду формировать столбик с двумя накидами. Вы формируете такой столбик, который у вас провязывался в самом начале. Если это столбик с 3 накидами, то делайте 3 накида. Если с одним накидом, то 1. Я напомню, что формирую столбики с 2 накидами, поэтому мне необходимо на крючок сделать 2 накида. Первый и второй. Далее в основании я пропускаю 2 петли верхние от той точки, где провязала подъемный столбик. Вот она первая петля и вторая. Нахожу третью, вот она, и под нее за 2 нити ввожу крючок. Подхватываю рабочую нить и протягиваю через основание. У меня сейчас на крючке рабочая петля, 2 накида и вытянутая петля. Я подхватываю рабочую нить, провязываю сначала через 2, на крючке осталось 3 петли, захватываю рабочую нить, формирую следующую такую же манипуляцию, провязывая через 2 петли, на крючке осталось 2 петли, захватываю рабочую нить и провязываю через оставшиеся 2. Таким образом я сформировала столбик с 2 накидами. Далее продолжаю формировать вот такие окошки. В основании, кстати, можно пропускать и одну петлю, во вторую вводить крючок, в зависимости от того, какой размер вот такого окошка вам требуется. Я продолжаю вязать по такому же принципу, делая 3 воздушные петли, первая, вторая, третья воздушная петля. Далее у меня 2 накида. В основании пропускаю 2 петли, в третью ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, вытягиваю на крючке 4 петли, захватываю рабочую нить, провязываю через 2, на крючке осталось 3 петли, подхватываю рабочую нить, провязываю еще раз через 2, на крючке осталось 2 петли, подхватываю рабочую нить и довязываю еще раз через 2, сформировав столбик с 2 накидами и следующее окошко. Также очень важно, чтобы в конце ряда у вас сошлось, так как количество петель может быть нечетным, как у меня, в зависимости от того, какой размер вы вяжете, то в конце я покажу, как можно ликвидировать этот маленький нюанс, что петель не хватает, либо их слишком много. Довязав до конца ряда, в этой области у меня пропущена всего лишь 1 петля вместо 2. Дело в том, что, как я уже и говорила, у меня было число нечетное. Я не стала мудрить и высчитывать, какое количество петель и сколько пропускать. Я просто довязала до конца, и здесь у меня осталась 1 петля в промежутке. Ничего страшного. В данном случае я вот так вот сдвинула, и квадратики эти примерно одинаковые. Это не будет заметно в данном случае. Закрываем ряд следующим образом. Так как в этой области между столбиками у меня должно быть 3 воздушные петли, я набираю 2, первая, вторая. Затем я обрезаю ниточку, оставив хвостик около 15 сантиметров. Полностью его вытягиваю. И теперь воспользуюсь иголочкой. После того, когда мы в этой области проложим вот такую же петлю, у нас в промежутке будет всего как будто бы 3 воздушные петли, но это получится за счет соединения ряда. Находим ту точку, где у нас зафиксирован маркер, вот он, и вкалываем иголочку за 2 нити. Вот таким образом маркер я здесь убираю.
С этой стороны у меня 2 нити, под иголочкой 1. Крючком вы можете делать все то же самое, просто протягиваете ниточку под этой петлей. Вот так. И теперь необходимо вернуть вот этот хвостик в ту точку, откуда он вышел. Вот она, эта нить вышла. И в эту же петлю, вторую по счету, я ввожу иглу и протягиваю сюда хвостик. Вот так все здесь получается. Петля готова. И теперь необходимо вот с этой стороны, чтобы у нас появилась такая же ниточка, как и во всех воздушных петлях. Нам просто необходимо вернуть нить вот в эту точку. Под петлю вводим и протягиваем сюда ниточку. Вот так все это выглядит. Ряд закрыт. И теперь этот хвостик, пряча вот за эти петельки, мы его опускаем сначала эту ниточку вниз, а затем, петляя вот здесь внутри, прячем в полотно. По готовности тщательно отпарьте корзинки для того, чтобы придать им завершенный вид. Декорируйте, вставляйте палочки, а также фиксируйте канат удобным для вас способом. Я его здесь просто приклеила. А также очень важно, вот это расстояние с двух сторон должно быть одинаковым для того, чтобы не возникло в дальнейшем перекосов. На этом мой мастер-класс завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Там вас ждет еще очень много креативных идей. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!